Всем привет, друзья, меня зовут Михос, и в этом видео я расскажу вам, как брать блоки в CS 1.6. По традиции мы начнем с теории, а затем перейдем к практике. Если вы уже добрались до этого урока из серии гайдов по прыжкам, то так или иначе уже знакомы с разновидностями джампов в игре. Если нет, то на канале есть видосы о лонгджампе, хайджампе, каунтджампе и стендап каунтджампе и так далее. Ссылки на них я оставлю на всякий случай в описании под видео. Итак, для начала давайте определим, какие необходимо соблюдать условия для успешного взятия блоков. Правильное выполнение пристрейфа, минимально допустимый для прыжка джампов. Сам прыжок, выполненный по прямой кратчайшей траектории между блоками. Синхронные и широкие стрейфы. Приземление с приседанием. Давайте пройдемся по пунктам и разберем каждый из них. Правильно выполненный пристрейф – это очень важное условие для взятия блока. И дело не только в достигнутой на момент отпрыга хорошей скорости, но и в точке старта пристрейфа, место, с которого вы начинаете разбег. Это место может изменяться в зависимости от того, какой вид прыжка вы собираетесь выполнить. Быть ближе к краю блока, от которого отпрыгиваете, или дальше. Например, для лонгджампа оптимально будет разбегаться, отступив от края блока один шаг. Выглядит это расстояние примерно таким образом. Для того, чтобы его вычислить, вам необходимо стать на край блока, зажать клавишу влево или вправо для того, чтобы сделать шаг, и после того, как вы услышите сам звук шага, сразу отпустить клавишу движения. В юнитах это примерно 100-120 единиц, и вы можете варьировать это значение, подступая к краю блока чуть ближе или наоборот отступая от него. Со временем у вас выработается ощущение расстояния до края, и вы сможете безошибочно его определять. Ну а пока можете ориентироваться вышеупомянутым образом. Сразу стоит ответить на вопрос, почему именно такой пристрейф для лонгджампа я считаю правильным. Все из-за механики выполнения самого пристрейфа. Как вы знаете, скорость растет, если вы зажимаете кнопку вперед и кнопку стрейфа, и ведете мышку с определенной скоростью в сторону зажатого стрейфа. И если посмотреть на это движение со стороны, оно напоминает бег по кругу. Но для того, чтобы набрать необходимую скорость для пристрейфа, нам не требуется делать целый круг. Хватит и 1/4, а это 3-4 шага, и затем следует прыжок. Взгляните, как это выглядит применительно к нашему блоку. Первое время мы держим только кнопку вперед для набора базовой скорости 250 юнитов в секунду, а затем, как только скорость достигает этого значения, начинаем выполнять круговое движение, чтобы увеличить скорость до 270+. И как раз на момент отпрыга у нас есть необходимая скорость. Прицел смотрит на траекторию прыжка, и мы к нему готовы. Подступим мы чуть ближе к краю блока, не хватит места на необходимый для набора скорости поворот мышкой. Отойдем мы чуть дальше от края, и места будет слишком много. Скорость ведь нарастает только если мы двигаем мышку в сторону стрейфа, а если отойдем подальше от блока, в определенный момент нам придется либо остановить поворот мышки, чтобы удержаться на траектории разбега, а тогда скорость упадет, либо продолжать смещение мышки, и тогда траектория последующего прыжка будет нарушена. Как видите, пристрейф для лонгджампа должен быть всегда одинаковый, иначе прыжок может не получиться и блок взять не получится. Такой же точно пристрейф выполняется для взятия хайджампа, но с поправкой на джампов, о чем я расскажу чуть позже. Но совсем другое взятие блока каунтджампом или производным от него прыжком. Если, выполняя пристрейф на лонгджамп, мы должны соблюдать ряд правил, практически не отклоняясь от них, то при каунтджампе таких жестких рамок нет. Механика выполнения прыжка позволяет набирать пристрейф любым удобным образом, выполняя пристрейф от края блока, выполняя пристрейф как на лонгджамп или выполняя пристрейф на бегу, двигаясь перпендикулярно к блоку. Секрет в данном случае кроется в приседании, которое выполняется в любом виде каунтджампа. Именно приседание задает направление для последующего прыжка, и поэтому пристрейф может быть любым. Я расскажу вам о наиболее удобном способе взятия блоков каунтджампом с набором пристрейфа от края блока. Станьте на краю блока, от которого собираетесь отпрыгнуть. Отведите мышку немного в сторону от блока и начните выполнять пристрейф как на лонгджамп, с тем условием, чтобы не упасть с края блока и набрать скорость. Эта траектория пристрейфа будет напоминать формой вопросительный знак, но с некоторым продолжением. После того, как вы набрали скорость, выполните приседание для выбранного вида каунтджампа, следуя круговой траектории пристрейфа, и затем выполните прыжок. В таком выполнении пристрейфа для взятия блока есть несколько плюсов. Первый плюс заключается в том, что вам не придется искать точку старта пристрейфа. Это любой край блока, с которого вы прыгаете. Второй плюс – то, что при должном старании можно добиться постоянного малого джамп-оффа, расстояние которого вы не добежали до края блока при отпрыге, которое плюсуется к самому блоку, за счет чего он увеличивается. Ну а третий плюс – это небольшая хитрость при выполнении приседания. Как вы знаете, скорость за счет пристрейфа увеличивается до определенных пределов, а точнее до
270 плюс юнитов. Вопрос, откуда брать остальные 30 юнитов, чтобы добрать скорость до 299 и сделать хороший прыжок? Эти 30 юнитов скорости как раз берутся за счет выполнения широкого разворота при приседании. Но тут возникает другая проблема. А не нарушится ли задаваемая траектория прыжка от такого разворота мышкой? Нет, не нарушится, если под конец приседания вы начнете выполнять стрейф в противоположную пристрейфу сторону, а не в ту же, как при пристрейфе на лонгджамп. То есть мы делаем пристрейф влево, выполняем приседание, продолжая двигаться влево. Но как только моделька игрока присела полностью и скоро будет пора прыгать, начните выполнять стрейф вправо, который впоследствии и будет первым стрейфом прыжка. Если вы выполняете несколько приседаний во время пристрейфа, делайте на приседание стрейф или даже два, ведь вам необходимо все время набирать либо удерживать скорость, и таким образом можно достичь скорости в 299 юнитов в секунду. Меня часто спрашивают, как набрать скорость в прыжке или скорость во время дедерана, СГС. Все это кажется сложным и запутанным, но по сути все очень просто. Моделька игрока набирает скорость во время синхронных стрейфов, когда сама моделька не соприкасается с поверхностью, то есть во время приседания или прыжка. Пристрейф, конечно, тема отдельная, разумеется. Осознание этой простой истины позволит вам избавиться от ограничителей скорости, в первую очередь в голове, а за ней уже и руки подтянутся. Это был разбор первого пункта из заданной темы – правильное выполнение пристрейфа. Он получился самым детально разобранным и целевым для этого видео. Остальные пункты рассматривались в тематических видосах, ссылки, напоминаю, будут в описании, но для полноты картины давайте пройдемся и по ним. Что такое джамп-офф, я уже подробно расписывал в видео про каунт-джамп, но давайте вкратце повторю. Джамп-офф – это расстояние, которое вы не добежали до края блока, от которого отпрыгиваете перед самим прыжком. Расстояние это будет складываться с блоком, который вы намереваетесь взять. Если блок 230, например, а вы не добежали 5 юнитов до края перед отпрыгом, то прыгнуть вам придется минимум 235 юнитов, чтобы покрыть расстояние самого блока, плюс то, что не добежали. Джамп-офф это переменное значение. При разных техниках прыжка он ведет себя по-разному. Например, при выполнении лонгджампа, чем меньше джамп-офф, тем лучше. То есть надо прыгать как можно ближе от края блока. При выполнении хай-джампа нельзя добегать до края блока 10 юнитов, иначе в момент отпрыга ваша скорость сильно упадет и вы не допрыгнете. Это некая особенность движка игры, и новое объяснение этому явлению у меня нет. Важно то, что любому хай-джамп блоку можно сразу плюсовать плюс 10 к длине, и обычный блок 230 уже априори является блоком 240, если вы, конечно, берете его хай-джампом. Но аккаунт-джамп, как и лонг-джамп, игнорирует такое условие джамп-оффа, как в хай-джампе, и чем меньше будет расстояние, которое вы не добежали до края блока перед отпрыгом, тем лучше. Подытожим, в хай-джампе нельзя добегать до края блока 10 юнитов. Во всех остальных прыжках, чем меньше джамп-офф, тем лучше. Стоит заметить, что любой прыжок это просто длина между двумя поверхностями в одной горизонтальной плоскости, измеряемая в юнитах, и вы можете спокойно прыгать хай-джамп блок каунт-джампом, например. Если вас интересуют другие подробности джамп-оффа, посмотрите ролик о каунт-джампе. Основной же смысл я только что повторил. Этот пункт довольно символический, ведь еще в школе нам преподают и объясняют, что кратчайший путь между двумя точками это прямая. Так и здесь, чем ближе друг к другу будут ваши точки, тем меньше расстояние придется преодолевать. Эти знания, конечно, не исключат у вас сразу все ошибки с определением и соблюдением кратчайшей траектории между блоками, но само понимание данной мудрости уже будет свидетельствовать о том, что вы на верном пути. Стрейфы. Стрейфы бывают разные. Нет, не черные, белые, красные, а горизонтальные, диагональные и круговые. Неважно, сколько их и какой школе кунг-фу джамперов они принадлежат. Главное в них это ширина и синхронность. Чем лучше показатели этих двух параметров, тем, разумеется, лучше. Следить за ними можно на любом сервере с нормальной статистикой прыжков, где ширина это gain, а синхронность это sync, таблица стрейфов, которая появляется после прыжка. Подробнее о стрейфах и о том, как научиться их выполнять, я рассказывал в ролике, посвященному лонгджампу. Не поленитесь посмотреть его, если не видели. Этот, казалось бы, нехитрый нюанс я вынес отдельным пунктом и не просто для красивой циферки. Сколько себя помню, играл всегда на 100 АА. Ну вы знаете, там где приседать можно когда угодно, где есть SKJ и SGS, в общем не в трушном и хардовом месте типа 10 АА. И было мне пофиг на это все, и приседал в начале прыжка любого, и прыгал сколько получалось. И был мой рек лонгджампа 250 юнитов с хвостиком 5 стрейфами, что конечно немного само по себе, но для 5 стрейфов сойдет. Но затем я услышал голос, который повелел мне делать дак в конце прыжка. И о чудо, рек стал больше, а стрейфы синхрония, славься голос в голове. Мораль сей басни такова, бухать поменьше надо пива, а чтобы прыгать далеко, в конце прыжка присядь красиво. Ну или хотя бы вовремя, что тоже будет неплохо. Можно сочетать дак с последним стрейфом и будет вообще норм. Если остались вопросы по этой теме, пишите их в комментариях. Мне на телефон приходят уведомления, читаю все и отвечаю каждому. Если
Если дело срочное, добавляйтесь в ВК и пишите там, отвечу еще быстрее. Ставьте пальцы вверх, если инфа сгодилась, ну и за подписон, конечно, не забывайте. Для вас это всего 2 клика мышкой, а каналу продвижение, да и мне приятно. Также каждую субботу на канале проходит стрим по распрыжке и прыжкам в CS 1.6. И неважно, начинающий ли ты попрыгун или матерый кенгуру, заглядывай на огонек. А если бахнуть в колокол, то еще и уведомление придет на гаджет. Ну а на этом у меня пока все, ребят. Удачи вам в освоении нового, и пусть все у вас будет хорошо.